Всем хай. Еще одна программка на возможности команды ROT. Поворот вокруг осей. Есть такая деталь. Ее формующая часть — это фигура вращения. Значит, можно попытаться ее сделать. Для начала я сделал эскиз. И мне нужна эквидистанта на радиус инструмента. У меня будет радиус инструмента 6. Это вот контур идет, отступает от контура детали на 6 миллиметров. Чтобы эти точки не забивать, хотя они у меня и рассчитаны есть. Но чтобы их не забивать в программу вручную, я сделал DXF файлы. Кстати, надо выбирать версию DXF. Потому что я сейчас буду использовать программу где-то 2010 года. Но контур простой. По идее, наверное, любая версия пройдет. Но если контур будет сложный, надо выбирать версию постарше. Запускаем программу CutReader. Она находится на диске с синутрайном. CutReader называется. Это сименсовская программа. И кидаем сюда DXF. Двумя контурами. Это общий контур, а это со смещением. Когда я делал DXF, я показал 0. Если его не будет, то можно здесь его выбрать. Element Start. Щелкнем сюда, будет здесь 0. Нам нужен контур эквидистантный. Start End Point. Вот этот. Мешает это красное. Значит, надо стереть ее. Не обязательно. Вот конец. Точка. Element End Point. Вот здесь. Вот зеленое. Этот кадр я выбрал. Не кадр, контур. Сохраняем. Если надо второй контур выбирать, то вот эта кнопка уже работать не будет. Надо брать файл и сохранить как. А это зависает. Глюк с 2000-х годов и до 2010 года не исправили. Что у меня получилось? Вот это у меня на 2 контура сделано. Вот такой вид принимает. Тут надо еще в сеттинге. Options. Здесь есть Shop Mill, Shop Tune, Manual, Tune и Default. Я по дефолту делаю. Окей. И контур выбран. Можно выбирать отверстия. Программа помогает, когда больше сотни отверстий. Хорошо помогает. И вот в таком виде сохраняется программа. Но мне нужны только координаты. Я их выделил и скопировал в программу. Вот в эту. Тут я использую 2 контура. Первый контур идет по эквидистанте. Второй G41. С G41 нарастает какая-то ошибка. G41 надо проверять на станке.
что творится. Я буду использовать только эквидистанту. Вот у меня программа получилась. Это по углу. Шаг по углу идет. Стартовый угол, шаг по углу и конечный угол. Опускаю на радиус инструмента. Отнимаю шаг, а здесь опять прибавляю. Проверка на последний проход. If. И пошел. G0 работает по этому контуру. По эквидистанте. И при переходах с конца на начало он не поднимается никуда. Вот он на этой глубине проходит. Этот у меня вот Z0. Но у меня еще опускание есть. Z-6. На этой Z он всегда и работает. То есть при любом повороте вокруг оси фреза не выскакивает за границы кармана. И тут раз у меня транс, это опускание вниз по Z, то поворот у меня идет добавочный, а род инкрементный. Смотрим, что он нам покажет. Сейчас долго будет. Он чистая поверхность, но надо поменять шаг, а то слишком долго работает. Делаем 2. Вот получилось. У меня границы забиты здесь на миллиметр больше, а здесь на полмиллиметра больше. И по глубине он тоже все нормально вписался. Вот, тоже вписался, все нормально. Так что фигура получилась. Тоже может когда-нибудь пригодиться, но мне не пригодилось. Ни разу так не фрезеровал. Все. Всем удачи. Пока.